Домашний хлеб – это всегда беспроигрышный вариант, ведь это так вкусно, ароматно и полезно. Предлагаю очень хороший рецепт приготовления питы – пышных сдобных лепешек. Рекомендую. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. Первым делом объединяем все сыпучие ингредиенты. 600 грамм муки, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара и столько же 1 столовая ложка сухих дрожжей. Тщательно перемешиваем, делаем в середине углубления, а затем вливаем 500 мл теплой воды. Ложкой начинаем замешивать сдобное тесто. Оно получается довольно жидкое и очень прилипучее. Далее вымешиваем его примерно 5 минут руками или при помощи миксера с предназначенными насадками. После тщательного вымешивания накрываем чашу с тестом и в теплом месте оставляем подходить. Тесто должно увеличиться в 2 или 3 раза. Через примерно 40-50 минут подмешиваем его с мукой при помощи лопатки. Оно также остается прилипучим. Делим тесто на 8 частей, подмешиваем и скатываем каждую порцию в шарик. Накрываем пленкой и даем постоять еще 10 минут. А в это время подготовим соус. Для этого к 2 столовым ложкам натурального йогурта добавляем 1 яичный желток и перемешиваем до однородности. Десять минут прошло, приступаем формировать питу. Рекомендую сразу это делать на пергаменте. Пальцами придавливаем и придаем форму лепешки. Почти готово. Смазываем теперь йогуртом и также пальцами распределяем. Вот так должно получиться. Еще какое-то время для подъема оставляем постоять на противне. А затем еще раз смазываем йогуртом. Посыпаем сверху кунжутом или тмином. Духовка уже разогрета к этому времени до 220 градусов. Выпекаем наш хлеб около 15 минут до румяности. И вуаля! Все готово!
ароматная пита у вас дома. Очень аппетитная и красивая. В заключение смазываем оливковым маслом с мелко рубленой зеленью. Вкуснотища неимоверная. Наполняем и употребляем. Приятного всем аппетита! Спасибо, что досмотрели это видео до конца и были со мной. Понравилось? Зацените лайком, подпишитесь на мой канал, прокомментируйте и поделитесь роликом с другом. Также приглашаю в гости на мой TikTok и Instagram. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!